Каждый день в приютах для животных похож на предыдущий. Бесконечная суета, эхо собачьего лая, стук железных мисок и витающая в воздухе надежда. Но этот день должен был стать особенным. Волонтерские организации и просто неравнодушные люди объединили свои силы в рамках крупномасштабной акции, задавшись амбициозной целью — полностью очистить местный приют и найти временный или постоянный дом для каждого его обитателя. Среди шума, лающих собак, виляющих хвостов и активных щенков, привлекающих к себе внимание, в самом дальнем и темном углу вольера происходило нечто совсем иное. Под скомканной старой собачьей подстилкой кто-то прятался. Когда спасатель аккуратно приподнял край ткани, его взгляду открылась невероятно трогательная и одновременно разбивающая сердце картина. Там, сжавшись в крошечный ком, сидела собака. На человека смотрели огромные, круглые, словно нарисованные в мультипликационном фильме глаза. В этих глазах не было ни грамма агрессии или любопытства. Они были доверху наполнены паническим ужасом и глухим, беззвучным криком о помощи. Не раздумывая ни секунды, мужчина бережно взял ее на руки. Собака была настолько парализована страхом, что даже не сопротивлялась. Ее аккуратно поместили в переноску и повезли в новый временный дом. Однако приезд не принес мгновенного облегчения. Первые часы на новом месте прошли в гараже, куда опекун принес переноску, чтобы дать собачке немного прийти в себя. Опустившись на пол рядом с ней, мужчина мог лишь наблюдать за тем, как маленькое тело животного сотрясается от непрекращающейся крупной дрожи. Ментально она была полностью сломлена. Травмы паст жизни глубоко укоренились в ее сознании. Она не просто боялась, она буквально отключилась от внешнего мира, потеряв способность нормально функционировать. Первоначальные надежды опекуна на то, что адаптация займет пару недель, мгновенно рассеялись. Стало понятно, что перед ними длинный путь, который растянется на долгие месяцы усердного ежедневного труда. Для малышки, получившей имя Блоссом, окружающий мир казался сложной полосой препятствий, где за каждым углом таилась смертельная опасность. Судя по всему, всю свою прежнюю жизнь она провела в замкнутом темном пространстве, лишенном элементарных радостей. Каждый новый день приносил для нее очередные испытания, а то, что для обычной собаки является естественным и приятным, для Блоссом становилось источником глубокого стресса. Когда ее впервые вывели во двор, произошла сцена, потрясшая опекуна. Едва мягкие подушечки ее лап касались свежей зеленой травы, Блоссом буквально замирала от ужаса. Она никогда раньше не чувствовала под ногами текстуру живой земли. Яркий солнечный свет заставлял ее зажмуриваться и стремиться спрятаться в тень. Открытые пространства пугали ее своей незащищенностью. Но больше всего Блоссом боялась людей. Если кто-то из домочадцев просто проходил мимо или пытался установить с ней зрительный контакт, собака мгновенно впадала в панику и стремилась сбежать. Она превратилась в настоящего мастера маскировки и побегов. В доме ее любимыми местами стали самые темные и узкие углы. Она могла днями напролет простаивать за диваном или сидеть, забившись под обеденный стол, абсолютно не реагируя на происходящее вокруг. Единственной причиной, по которой Блоссом соглашалась покинуть свое укрытие, была необходимость выйти на улицу для туалета. Но едва прогулка заканчивалась и раздавался привычный сигнал опекуна «Все домой!», собака не просто шла в комнату, она мчалась на предельной скорости прямо в свой любимый угол под столом, снова отгораживаясь от всего мира. Многие на месте опекуна попытались бы насильно вытащить собаку из укрытия, социализировать ее через силу или заставить быть рядом. Но мужчина понимал, силой доверия не завоевать. Если Блоссом нужен этот угол под столом, чтобы чувствовать себя в безопасности, значит, нужно уважать ее выбор. Вместо того, чтобы беспокоить ее и вытягивать наружу, он принялся за перестановку.
Мужчина полностью отодвинул обеденный стол, освободил пространство вокруг и обустроил там настоящую личную спальню для Блоссом. Он положил туда мягкие подстилки, сделал уютные бортики и создал защищенную зону, где собаку никто не тревожил. Это решение стало поворотным моментом. Ощутив, что ее границы уважают и никто не пытается вторгнуться в ее личное пространство, Блоссом постепенно начала проявлять первые признаки интереса к окружающим. Заручившись терпением, опекун начал процесс сближения. Первым шагом стало кормление с рук. Обычный сухой корм собака игнорировала, сказывался стресс и непривычка. Чтобы вызвать у нее аппетит, мужчина начал ежедневно готовить для Блоссом домашнюю теплую еду. Ароматные мясные блюда стали единственным, что заставляло собаку преодолевать страх и брать пищу прямо из ладони человека. Кроме того, домашняя еда решала еще одну критически важную проблему – увлажнение. Блоссом катастрофически мало пила, потому что банально не умела и боялась пить из обычной собачьей миски. Прорыв в этом вопросе произошел лишь спустя 1,5 месяца непрерывных усилий. В доме проживала еще одна спасенная собака по имени Зои, спокойная, дружелюбная и абсолютно уверенная в себе. Блоссом долгие дни наблюдали за поведением Зои из своего укрытия. И вот однажды, когда Зои подошла к миске с водой и начала спокойно пить, Блоссом неожиданно поднялась, сделала несколько неуверенных шагов, подошла к той же миске и тоже начала пить. Это был скромный шаг для обычной собаки, но для Блоссом и ее приемного отца это стало грандиозной победой, вызвавшей слезы облегчения. С каждым днем маленькие победы складывались в одну большую историю выздоровления. Блоссом все чаще выходила из своей крепости под столом и все дольше оставалась в одной комнате с человеком. Она внимательно наблюдала за каждым движением опекуна, постепенно осознавая, что эти руки не причинят ей вреда, а этот голос приносит только утешение. Настоящий эмоциональный прорыв произошел совершенно неожиданно. В один из обычных вечеров, когда опекун отдыхал на диване, Блоссом подошла ближе, помедлила секунду, а затем грациозно запрыгнула на диван и прижалась к боку мужчины. Она все еще заметно нервничала и смущалась, особенно когда замечала направленный на нее объектив камеры. Но желание ощутить человеческое тепло перевесило многолетний страх. Опекун замер, боясь испугать ее резким движением, и лишь тихо шептал: «Оставайся, все хорошо, ты замечательная девочка». В этот момент разрушилась последняя стена, разделявшая их. Интересно, что по мере своего исцеления Блоссом стала проявлять удивительную чуткость к другим животным. Когда в дом на временное содержание приводили новых спасенных собак, таких же испуганных и потерянных, каким когда-то была она сама, Блоссом менялась на глазах. Она переставала прятаться и первой подходила к новичкам. Она с нежностью и спокойствием приветствовала их, словно пытаясь передать им беззвучное послание: «Не бойся, здесь ты в безопасности, тебе больше ничего не грозит». Прошло почти 3 месяца с того дня, как крошечный дрожащий комок в переноске переступил порог этого дома. 3 месяца ежедневной работы, терпения, готовки специальных обедов, тихих разговоров и бесконечного ожидания. И вот наступил день, который навсегда останется в памяти всех, кто следил за судьбой Блоссом. Это произошло во время обычной прогулки во дворе. Погода была солнечной, рядом бегали другие собаки, а воздух был наполнен свежестью. Блоссом, которая раньше едва осмеливалась ступать по траве, вдруг преобразилась. В ее глазах вспыхнул озорной огонек. Она с места легким шагом побежала по лужайке, описывая круги вокруг других собак. И в этот момент произошло то, чего никто не видел за все почти 3 года ее жизни. Ее хвост, раньше всегда крепко поджатый к животу от панического страха, расслабился, а затем он начал ритмично двигаться из стороны в сторону.
Блоссом виляла хвостом, сначала неуверенно, а потом все быстрее и счастливее, всем своим телом выражая чистую, ничем не поддельную радость. Для ее приемного отца этот момент стал одним из самых счастливых и трогательных в жизни. Видеть, как собака, пережившая столько боли и страха, наконец сбрасывает с себя тяжелые оковы прошлого и просто радуется бытию, было лучшей наградой за все труды. Этот простой взмах пушистого хвоста доказал: нет настолько глубоких ран, которые не смогла бы исцелить настоящая, бескорыстная человеческая любовь и терпение.